Здравствуйте, друзья! С вами Юнос. Однажды, в году эдак 2005, ко мне в гости зашел на тот момент новый знакомый по имени Виталь с жестким диском. В те времена в моей местности интернет был явлением новым, и информация передавалась методом дойти ногами до приятеля, взяв с собой жесткий диск, выкрутив его предварительно из своего компа, подключить к компу приятеля и там уже обменяться нужной информацией. Среди прочей полученной информации обнаружился самодельный клип из какой-то игры на тему то ли Nightwish, то ли Pain, уже не вспомню. А не, все-таки помню, это была темка Pain, Close My Eyes. Клип был нарезан из красочной неизвестной мне игры, и я, разумеется, захотел в нее поиграть. Уже через несколько дней я ехал к Веталю со своим жестоком, чтобы взять установочники. Опять же стоит заметить, тогда не было репаков, и верхом достижения для нас было сделать удачный образ диска через алкоголь 120 и надеяться, что там нет Старфорса. Я симулировал образ и запустил. Пока шла установка, я налил кофе, взял плюшки и сел ждать. Тогда у меня был не особо мощный комп, в который родители вбухали достаточно много денег, попавшись на банку продавцов, которые продали дорогой хлам по цене дорогого не хлама. Подарок на день рождения. Ей-богу, лучше бы со мной поехали брать, там в 2 шагах был магазин с человеческими ценами. Но это все не важно, потому что примерно к середине кружки кофе игра установилась. Я нажал на ярлык и замер в ожидании. Итак, друзья, это Fable The Lost Chapter. Оригинальная игра вышла 14 сентября 2004 года на оригинальный Xbox и для нас, ПК Бояр. А еще через год вышла дополненная версия с подзаголовком Lost Chapter. И боже, как же она была божественна. Я с упоением проходил и перепроходил ее. Наверное, чаще я перепроходил только вторую готику. Ведь возможности, заложенные в игру, вдохновляли и удивляли. Где еще в тех годах мы могли побывать в красочном мире, полном магии и приключениями, взрастить своего героя с юного возраста, да еще иметь свободу выбора, быть ли нам злым, добрым или сочетать плохое и доброе. На просторах форумов и в Стиме в последний год часто начал встречать сравнения создателей No Man's Sky с Питером Молинье, мол, много чего наобещали и мало что сделали. Так вот, чушь собачья. Не будем сравнивать великолепную игру с космическим огрызком, а приступим к разбору. Управляем мы героем от третьего лица. За убийство мобов собираем зеленые шарики опыта. Плюс, в зависимости от того, каким именно способом происходит драка, магия, дальний бой или ближний бой, получаем дополнительные очки опыта определенного вида боя. В гильдии героев мы их можем потратить на улучшение всего. Я обычно комбинирую мага с навыками воина. Но свободы в этом огромное множество. Начинается игра в деревеньке Оуквейл. Мы мелкий засранец, который должен найти деньги на покупку подарка для сестры, у которой сегодня день рождения. Сделать это можно, помогая местным жителям, за что отец выдает по 1 золотому за деяние или хулигане. Конечно же, можно и комбинировать. Мы же умные засранцы все-таки. К примеру, вот этот мужик, целующийся за домами с девушкой. Это не его жена. Жена в этот момент ищет этого чувака, стоя совершенно в другом месте. Давайте подойдем к этой парочке. What? I was just... Look, Sonny, keep your mouth shut. My wife's at home with our little ones, and I'm supposed to be working. But a man should be entitled to do what he likes, don't you think? Конечно, я не скажу ничего твоей жене, мужик. Давай, голдуй, ёпт. Да, конечно. Good lad. Here, have this gold piece. My advice to you, Хороший совет. don't get tied down to one woman. Look after yourself. Forget everyone Прям else. путем мужик вообще все советует. А теперь бежим вот сюда. Знакомьтесь, это его жена. Да вот он, собственно, за домами бабу зажимает. Далее бежим за этой женщиной и наблюдаем картину разноса неудачливого Дон Жуана. Это лишь один из примеров, как можно проходить квесты в этой игре. Купив конфеты и подарив их сестре, мы наблюдаем, как бандиты напали на деревню. Всех убили, сестру забрали, а мелкого героя спасает Мейс, один из щенов гильдии героев, куда он нас, собственно, и доставляет.
Сама гильдия мало чем примечательна. Пройдя через пору юношества и войдя во взрослую жизнь, герой отправляется на большую дорогу помогать людям, ну или сеять хаос и разрушение. В игре есть двери, которые дают загадки на логику. Например, вот эта дверь открывается, если ей посветить свечкой. Даже при свете дня, если свечки нет, она не откроется и скажет, что твой путь темен. Со свечкой же, что все нормально, проходи. В случае правильных действий двери все открываются, а герой получает разные плюшки, которые можно за этими дверьми найти. И была одна дверь, которая открываться не хотела. Точно не помню, что именно за дверь, но вроде как это то ли внутриигровой баг, ну или мы просто чего-то тогда не знали. Нашего героя изначально зовут Курощуп, позже объясню почему. Но если вам не нравится это имя, то всегда можно купить новое. Поэтому теперь зовите меня Черный плащ! Только свистни, он появится. Черный плащ! А когда-то игра называлась Проект Эго и создавалась другой студией. Создатели хотели создать игру, где все твои поступки будут иметь последствия, ко второй части, которая вышла только, блять, на консолях. Это даже удалось. Сам Питер Молинье свою игру описывал как лучшую и вообще много расписывал того, чего мы потом не увидели. Ничего не напоминает, не правда ли? Но в нашем случае все не только не так плохо, а даже замечательно. Того, что Молинье все-таки реализовал в своей игре, с лихвой хватило, чтобы захватить любовь публики и получить преданных фанатов. Не будем заострять внимание на обещанном и неисполненном. Питер сам извинился в своем письме фанатам. Из извинительного письма Питера Молинье на официальном форуме Lionhead Studios. Все задумки, о которых я когда-либо рассказывал, на самом деле были в разработке, но не все дожили до релиза. Часто идея просто не имела смысла. Например, 3 года назад я говорил о деревьях, которые растут в реальном времени. Команда включила эту возможность в код, но она так сильно загружала процессор, что просто того не стоило. Эти 15% процессора разумнее было потратить на различные графические эффекты и бой. 1 октября 2004 года. В игре есть такие возможности, и они не приделаны абы как, а реально приносят фан, как татуировки. Герой может зататуировать себя Аки Якудза. Герой стареет с течением игры, и в конце ее вообще как дед. На героя в битвах могут появляться шрамы и остаются навсегда. А также обильное чревоугодие может вызвать ожирение. Прокачивая навыки силы, а именно телосложения, герой становится нехилым качком и получает 3 титула Мистера Вселенной. Лайк, если чтишь совета Невского. Так как я играю магом, то мне больше всего знакомо появление магических росписей на теле с прокачкой магии. А еще тут можно пинать кур. Также полезным занятием является собирание серебряных ключей от сундуков соответствующего цвета. В них бывают очень полезные плюшки. И так как я очень внимательный, то о том, что ключи оказываются многоразовые, я увидел только в это прохождение. Вот оно, волшебство реиграбельности. Эх, этот волшебный мир. Совершив подвиг здесь, мы получим рукоплескание, обожание толпы, а также женщин. Можно жениться, купить свой собственный дом и не один. И более того, зарабатывать на аренде недвижимости. Завести детей нельзя, увидеть процесс ношения тоже нельзя. Точнее, он выглядит примерно вот так. Ну, вы поняли. Черный экран. Больше я вам ничего не скажу. Идите и купите эту игру прямо сейчас. Я не рассказал и половины всех фишек этой игры, а сюжет тут вообще прост и восхитителен. Это сказка, в которую приятно окунуться и возвращаться в нее снова и снова. Ну а мы подходим к концу. Не забудь подписаться на канал, поставить палец вверх, у меня есть хорек. А также распространить это видео среди своих друзей. С вами был Йонас Феррет. Это мой хорек. Удачи!
Черный плащ! Только свистни, он появится. Я вот так вот всегда моя уметь петь. Я прилететь с планеты Пивунов, Лев Лещенко, мой двоюродный, троюродный дядька-брат. Мы вместе выступали в детстве, да. Мы пели песни. Какой стиль?